Часть номер 2. Коллеги, еще раз всем доброго времени суток. Продолжаем нашу тему криптовалют. Так, там у меня запись, идет. В общем, по лунному календарю у нас было предположение, что будет отталкиваться, и оно так и произошло, пока идем вниз. Проход был, сейчас выравнивается, заходит в боковик, возможно, сделает ретест у района 28666. Ребята, в прошлых видео я говорил, такой момент насчет выше уровня 28 тысяч я бык, ниже 27 я медведь. Вот эта 1000, 28, 27, 27, вот эта 1000, она как разворотная и решающая. Для меня, во всяком случае, не знаю, у всех разные понимания рынка. Я вижу, где были закупы, смотрю по старым уровням, смотрю где набились хомяки. Вот здесь вот в этой области набили хорошую позицию. То есть сейчас этих ребят должны как напугать по-хорошему. У нас здесь медведи сидят. Есть часть медведей, которые сидят здесь и ждут, когда цена придет вот в эту область, чтобы выпрыгнуть. Но именно в эту область я не уверен, что дадут. Вот здесь мишки сидят, у нас где объем? Вот здесь, вот здесь. Всех не выпустят. Часть, конечно, должны выпустить, но всех не выпустят. Поэтому есть, как я вижу рынок, как он может пойти. То есть у нас здесь, еще если по структурам смотреть, у нас здесь левое плечо. Так, что я тебя не вижу? Давай сделаем вот так. И удалим. Вот так. Вот, у нас есть левое плечо, голова. И вот как думаете, как сделают? Ну и скорее всего сделают таким образом правое плечо. И у нас есть уровни по Фибоначчи. Вот 618 уровень, 61,8, золотой карман. Это вот от этого движения. И по идее должны сделать отскок. Красиво. Как раз 618 не выпускают этих ребят и растягивают время. Делают еще раз уход наверх, нервы сдают, выпрыгивают. И потом опять идут вниз. И вот здесь вот вниз могут сделать заход в район по большой фибе 61,8, вот к вот этому уровню. И как раз это у нас вкладывается в общую картину, которая происходит. У нас вот здесь трендовая проходит. То есть как раз это все дело вкладывается в общую картину. Прийти и к золотому карману, и к старой вот этой вот трендовой, которую здесь вот было дно рынка, и здесь трендовую показали, вот она идет пунктирная. И, возможно, цену так и сделают, придут сюда. Большинство трейдеров, я больше чем уверен, увидят здесь медвежий вот этот паттерн и будут его пытаться выторговывать. И вот у него как раз идет высота плеча, скорее всего, вот этого плеча будет высота отработана вниз, и они будут надеяться, что будет отработана вся высота вниз, то есть аж вот сюда, как раз к старым нашим уровням, обратите внимание. Тут тоже такой вот загадка, пойдем ли мы туда, но я полагаю, что сделают таким образом, сделают выход ложный к вот этому уровню в 21 200, и я здесь, если сюда цена придет, я здесь буду набирать лонг позиции, вот именно в этой области. Буду смотреть, как будет работать цена, и здесь буду набирать лонг позиции, так как потом должны выйти, сделать перехай правого плеча, в дальнейшем перехай левого плеча, и все-таки прийти к нашему уровню числа π. Тут уже и халвинг на носу, и банки, и все, что вот происходит в мире. Но опять же, ребят, биткоин такая штука. Многие, конечно, не верят, но мое предположение, биткоин будет скамиться. И я сейчас жду сезон альткоинов.
То есть все-таки я ожидаю, что альты должны... Вот когда альта полетит наверх, надо будет это все дело фиксировать по-хорошему. И все там опять говорят, там 100 тысяч за биткоин, 200 тысяч и выше. Да, может быть, она туда пойдет, но мое предположение, именно как пойдет цена биткоина, это будет рост. Это уже какой? Четвертый, да? Если смотреть на прошлое, там раз был рост, потом второй, там третий, и коррекционное движение, и сейчас опять халвинг, да, что четвертый раз. Да, пойдут наверх, и вот когда цена придет в эти уровни, вот в районы 48-49 тысяч, вот здесь вот это вот очень опасный такой уровень, нужно будет смотреть, следить за ценой. Если мы здесь начнем опять делать перекат, коррекционное вот это движение, коррекцию, вот у нас биткоин халвинг, и здесь я буду смотреть, возможно, даже буду закрывать все свои позиции. Но, в общем, буду смотреть, как здесь себя поведет цена. И отсюда набирать уже шорт. Возможно, здесь нужно все будет переливать в какие-то другие активы. Или не знаю, в общем, здесь будем в этом месте думать, что делать дальше. Это очень такой, важный уровень. Сюда цена должна прийти. Вот сюда мы точно придем. Просто вопросы во времени. Если сейчас цену в эти уровни не понесут, да, пойдем ниже и отработаем ниже, все, тогда есть больше шансов, тогда появится больше шансов, что мы не просто придем к этим уровням, а пойдем гораздо выше. То есть у нас тут такие сценарии. Если мы сейчас отсюда выходим в эти уровни, тогда уходим потом вниз. Причем уходим вниз, и нужно следить будет за альтами. Скорее всего, биткоин пойдет, он станет менее востребовательным. Его тяжело добывать становится. Хоть и говорят, да, там, что 2 карточки, если останется, все равно биткоин продолжит жить. Но у 2 людей будет там 2-3 карточки этих работать, а кто-то придет с одним ASIC-майнером и захватит всю сеть и может ее сложить. Вот и все. То есть вот и весь биткоин получится. Поэтому тут момент такой, больше 51%, да, будет у него мощности и хана сети. Вот. Поэтому биткоин, конечно, биткоином тут... А вот такие активы, например, как Atom или Tron, Ethereum, вот на Atom, например, на нем очень много всего построено. Его цена сейчас $10. Если биткоин полетит вниз, это все, конечно, весь рынок полетит вниз, но Atom за 10 центов, я все свои активы просто туда вложу, в этот Atom, выкуплю и стану владеть всей сетью, да, вот этой. Только мне никто этого не даст сделать. Если вот он, например, станет по 1 центу, я его просто постараюсь весь выкупить. Но мне этого никто не даст сделать. Поэтому цена атома вниз, вот как атом, например, не уйдет. С XRP не все ясно. Вот с этим SEC. Посмотрим тоже. На Троне очень много всего построено. И гейм-платформы, и много всего. TVT. Вот TVT монетка, это монета биржи. Опасная игра тоже. SEC может сказать, что это ценная бумага, и TVT просто посыпется вниз, и все. Так же, как и бинансовская монета, да, Binance. Это все. Очень много всего исчезнет. Очень много всего исчезнет. XMR интересный. Вот Monero. Тоже стоит его придерживать. Так, ладно, поехали дальше. Так, с этим моментом понятно. Тесла, чайна, который так, новостной фон. Подписывайся ко мне в телеграм-канал, ссылки внизу в описании. Очень много новостей.
приходите, смотрите, да, по биткоину. Вот еще раз показываю, вот у нас сейчас цена рынка. И куда мы идем, да? Я полагаю, мы идем вот на вот эти верхние, к этому сопротивлению. Вот у нас сопротивление в районе 24 тысячи, 24 500. Это 50% по Фибоначчи, как раз ровно 50%. Вот здесь блок этот стоит, напоминалка. И в группе тоже показывал, вот он у меня. То есть я полагаю, сейчас вот мы должны прийти к этим блокам, а если сюда цена приходит, уже идем, скорее всего, пойдем ниже, на 61%, потому что здесь часть, тут стопы послетают у лонгистов, да, которые здесь запрыгнули, и здесь снесут, потому что многие поставили вот в эти уровни стоп. И на этих стопах мы можем уйти в 61,8, а можем даже 78% вот сюда вот выскочить вниз. Тоже не факт, что туда не вылетит. Вот, получился такой небольшой спич по биткоину. Так, в общем, здесь у нас что? Выход вниз, накопление. И из вот этой структуры тоже вот, цена следующая на 26 тысяч. Посмотрим, как у нас... Как туда пойдем. Подписываемся ко мне в телеграм-канал. Ссылки внизу в описании. Ставим лайки, оставляем комментарии. Благодарю вас за это. Видео поставьте скорость на 1.25, 1.50 для более простого и легкого просмотра. Здесь смотрите, да, когда ребятам на графике вот этот момент отметил, показал тоже уровни, где цена будет сейчас отталкиваться, да, сопротивление и поддержка и сопротивление. И получается у нас цену как будто зажал в этом уровне. Да? Вниз не пускает. Тут, кстати, третье касание этого уровня уже подходит. Ну, третий раз сюда подходит. Четвертый раз ее пробьет. Но обычно на третий раз пробивает. Но здесь нужно смотреть. Ребята, пробиваемся под вот эту трендовую 27300 закреп. И можно отсюда будет взять шорт. Можно даже отсюда взять шорт с коротким стопом. Ну, вот выше вот этой трендовой, вот сюда вот, да, 27,493. Но это вот в рамках вот этой проторговки выход где-то в район 27,250, вот в эту область. Тут смотреть надо. И здесь тоже. Вот они уровни, получается, сопротивление. Да, даже если отсюда брать шорт, вот сюда вот стоп наверх загонять и, ну, по-хорошему под поддержкой, когда будет провал закреп, брать шорт, так как этот шорт может нас вынести вниз на высоту этой структуры, вот в этот уровень. Тоже нужно будет смотреть. И цели на графике отмечены, есть куда идти. Так, это 1.618, это старая цель, которая тоже, кстати, скоро уже будет достигнута в следующем. Как ее достигнем, запишу ролик или сделаю оповещение в группе. Так. Момент по Йобикею. Все слышали про безопасность. Я скидывал до этого, да, тоже, ребята, говорю, будьте... Кстати, еще момент. Дейзи. Пришло сообщение. Дейзи прыгнул на 1172%. Опять я сделал репост старого. Вот здесь у нас на 0.5. Он, помните, когда упал, я говорю, ребята, есть актив. Поставил на продажу, сейчас цена ушла вниз. Краткосрок стратегия. Купил сразу, поставил на продажу. То есть купил внизу, поставил сразу на продажу наверху. Цена, актив продался. То есть выждал, пришло сообщение, зашел на Uniswap, свапнул опять обратно, да. А сейчас подождать, когда он опять уйдет вниз. Так, где он? Вот он, получается, ходит. Поднялся, упал, поднялся. То есть на вот этих вот моментах очень неплохо можно поднимать вот Uniswap. Еще раз Daisy на Uniswap версия 2, да, вот Daisy на USDT поменял.
упал вниз, обратно поменял. Ну и таким образом зарабатывать. Вот он на 0,55, когда вниз падает. Но тут нужно сидеть, можно сказать, руку на пульсе держать. И в этот раз цена очень хорошо и ушла, и дала, дали, в общем, забрать из актива и вывести. Так. Скоро биткоин халвинг, да, 348 дней, это в Твиттере у себя показывал. Рост был 54%. Тоже кстати, Питер Шиф говорил вот здесь, вот в этой области, продавать. Тоже. Вот. Внимательно слушайте, да, других, но делайте свои выводы. Клевер. Я подсказывал здесь продавать. И еще говорил, когда клевер придет своим ценовым значениям, которые я ожидаю, то биткоин тоже где-то вот в эти же уровни придет, и будем, и стоит, нужно будет откупаться. И также и по биткоину, и по клеверу. По клеверу выставлены позиции. Здесь, можно сказать, ведра налиты, да, стоят ведра для того, чтобы туда цену нам налили клевер подешевле, и потом уже с ним разворачиваться, ехать дальше. Клевер я покупал на кошельке КЛВ, но я не знаю, что у них там происходит. Они из-за того, что выпустили, не то, что не знаю, они выпустили кошелек Клевер К5 новый, усовершенствовали его, и пока туда перемещаются, да, эти силы свои. Мне очень нравился кошелек именно КЛВ Клевера. Я его оставляю в пользовании, как бы он не умирает, он так и будет продолжать пользоваться, он работает. Единственное, что там свап перестал работать, свап пока. Возможно, позже сделают. В общем, я перевел средства на биржу KuCoin. Ссылки тоже внизу в описании, или даже ссылки у меня здесь под видео, которое я в телеграм-канале оставлю. Под видео будет ссылка на биржу KuCoin, на биржу BinX, Huobi, Binance. Это все официальные ссылки с никакого скама и мошенничества, в общем. Клевер откуплю на этой бирже, на KuCoin, и на $30, да, в рамках нашей, где он? В рамках нашего челленджа. Я тут веду челлендж такой, покупаю каждый раз на $30. Оставлял же, тоже сюда где-то оставлял, да, где у нас? Это ну вот, в рамках нашего челленджа, да, откупаю каждый раз на просадках, откупаю клевер на $30, да, откладываем на холодный кошелек, и август, сентябрь, в конце августа, начало сентября наша закрытая группа, наша платная группа, да, получит прибыль из вот этого, из вот этой кубышки, которая будет прибыль в конце августа, начало сентября. Но мы посмотрим, если цена будет на каких-то высоких значениях, мы, конечно же, этот клевер продаем, профит разделим среди всех участников нашей платной группы, но не тех, которые новые придут, ребят, поэтому, которые новые придут где-то за месяц или разделено будет среди старых участников, и которые приходят тут июнь, июль, ну, до середины июля примерно, вот так. Ну, будем смотреть. Это может быть кто-то из старых участников придет. Кто с нами очень давно, все пытались подписаться, там что-то не получалось, в общем, посмотрим. Подумаем, как разделить, но большинство из всех участников, вот, из всей прибыли возьмем 80% всей прибыли, я себе тоже должен часть небольшую оставить, из всей прибыли возьмем 80% и разделим среди всех участников. Это может быть очень большая сумма, не знаю, на данный момент там сколько было уже, по-моему, если мне память не изменяет, мы здесь закупали где-то 200 уже долларов или 300 долларов. Я не вижу. Давайте. Это здесь. Клевер ровно как и предполагалось. Так, 50% по Фибоначчи. Ну, вот был последний профит 137. Надо будет пересмотреть. Это 11-я покупка. Надо будет пересмотреть. Ладно, я потом добавлю все, в группу сюда скину.
по новой нужно будет и закуп сделать, все пересчитать, и это и закрепить. Я сюда закреплю, сможете прийти посмотреть. Ну, конечно, сейчас профит намного меньше, так как клевер упал в цене.